Ну что, пишем тогда? Мотор. Все, поехали. Александр Владимирович, давайте начнем даже не с 90-х, а с 80-х. Расскажите, пожалуйста, как вы восприняли Горбачева, когда он пришел к власти, и какое у вас вообще было мироощущение, мировоззрение на вот излете Советского Союза? Ну, вы знаете, мой приход в политику благодаря Горбачеву, несогласие с его демагогией, которая называлась им перестройка и гласность. Потому что я кадровый военный, как раз заканчивал Академию Генерального штаба, поступил в Академию с должности замкомандующего. Вот. И то, что он делал с армией, то, что он делал со страной, я думаю, только идиоту было непонятно, что, чем это все закончится. И мы в своем отделении в Академии Генштаба, у нас 25 офицеров и генералов, достаточно высокие должности, потому что в Академии Генерального штаба можно было поступить в должность командир дивизии и выше. Обсуждали то, что происходит. Но образования и интеллекта у этой категории людей предостаточно для того, чтобы сделать выводы, к чему мы в конце концов прироли. И в отделении приняли решение мне идти и баллотироваться. Я отчасти был задающим генератором в нашей группе. Вот. Генератором идей, умозаключений по тому, что происходит. И ребята приняли решение, чтобы я шел на выборы. И я пошел. Выиграл выборы, стал депутатом, председателем комитета Верховного Совета и членом президиума Верховного Совета. И получил возможность говорить с трибуны открыто в отношении того, что происходит. Состоялось мое знакомство с Горбачевым. Михаилу Сергеевичу я задал вопрос. Не публично, а кулуарно, просто так вот общались. Я говорю: Михаил Сергеевич, вы что, не понимаете, чем все это закончится? Ведь определение перестройка предусматривает какие-то определенные действия, а не болтовню. Я понимаю укрепление партийной дисциплины, укрепление производственной дисциплины, дальше реформа политической системы, реформа экономики. То есть какие-то должны быть последовательные действия, направленные на создание более комфортных и лучших условий жизни в стране. А на самом деле помните, что происходило? На фоне экономического кризиса ломают вертикаль власти. Отменяют 6-ю статью Конституции. Вы помните, Конституция СССР, 6-я статья, руководящая направляющая роль коммунистической партии. А это, собственно, вертикаль власти. Но как можно разрушить вертикаль власти, при этом проводить перестройку, гласность и экономическую реформу? Это то же самое, что, я прошу прощения, сделать операцию на гландах через задний проход. В принципе, можно, но чем это все закончится? Вот, собственно говоря, вот такие вот мы все вместе видели перспективы. И, конечно, когда мне задают вопрос, а почему до такой степени обострили отношения с Ельциным, я отвечаю достаточно просто. Возьмите его программу предвыборную. Я не напрашивался баллотироваться вместе с ним вице-президентом. С 3-го захода меня только уговорили, когда мне объяснили, чем я буду заниматься. Потому что первый вопрос мой был, и когда первый раз предложили, чем я буду заниматься. Потому что я люблю конкретику. Конкретные права, конкретные возможности и конкретная ответственность. Потому что, так я воспитан. Я вырос в семье офицера. Поэтому вся моя сознательная жизнь, начиная с детства, проходила в военных гарнизонах. И для меня на первом месте дисциплина, ответственность. Другое я не понимаю, если ты занимаешь ту или иную должность. Поэтому я всегда говорю: возьмите программу предвыборную Ельцина и найдите хотя бы один тезис, который бы не соответствовал тому периоду и тем реальным действиям, которые должны были быть направлены на создание благоприятных условий жизни в стране. Вы не найдете. Она идеальная программа. Но что делалось? Реальные действия и программа, она совершенно не стыковалась и не совпадала. Вот, собственно говоря, мой старт в политику. И
где-то к 92 году я начал глубоко сожалеть, что я пошел заниматься политикой. Лучше бы я служил в вооруженных силах, там мне было все понятно, и в конечном итоге, достиг бы должностей гораздо выше, и воинского звания тоже гораздо выше. Вот. Но вместе с тем, раз пришел, надо до конца, так сказать, стоять на своем. Почему? Потому что, в отличие от гражданских, военные принимают присягу на верное служение Родине. Присяга принимается один раз. Я принимал такую присягу на верное служение Родине и нашему народу. И менять присягу, отступать от присяги просто не имеешь права, если ты себя считаешь мужчиной, офицером, человеком. И до конца занимал эту позицию, и помните, чем она закончилась в 93 году. Сейчас мы доберемся до 93 года. Скажите, пожалуйста, вот в эти последние советские годы вы уже симпатизировали Ельцину в этом его конфликте с Горбачевым? Вы знаете, никаких симпатий не было. Почему? Потому что по характеру я прагматик, реалист. И когда я вижу, что декларированные тезисы и слова не совпадают с реальными действиями, у меня, как у нормального человека, возникает возмущение. Вы знаете, я воспитан так, что я никогда не страдал снобизмом. Если я что-то не знаю, я просто спрашиваю. И не надо этого стесняться, потому что один человек все знать не может. Поэтому, если ты не понимаешь или не знаешь, спроси, тебе объяснят. А мало того, если тебе это надо реализовать, попроси того человека, который знает эту тему, чтобы он участвовал в реализации. Вот и все. Жизнь достаточно проста в этом случае, если ты не страдаешь снобизмом. Но Горбачев сноб, и Ельцин сноб. Они представляли собой, что они пуп земли, один и второй. И я говорил, Борис Николаевич, Михаил Сергеевич, тогда, когда я его забирал с Фароса, я ему объяснял, мы летели в самолете. В одном я его забрал в свой самолет, не дал ему улететь на его собственном самолете. И была возможность спокойно, без свидетелей, поговорить о том, что происходит. Но он же не послушал. Правда, я не угадал, я сказал, где-то числа 20-го он получит пинка из Кремля. 24-го получил. На 4 дня ошибся. Потому что то, что он сделал, это просто безумие. Безумие просто. Вот представьте себе, вот смотрите, в 1989 году пленум ЦК КПСС принимает постановление о новой национальной политике и дает статус всем республикам, входящим в состав СССР, и республикам автономным, входящим в состав РСФСР, статус суверенных, независимых социалистических государств. Это, собственно говоря, мина была заложена в 1989 году под уничтожение Советского Союза, а следом и России. Потому что, вспомните, парад суверенитета, с чего начиналось. На фоне чего? Межнациональных конфликтов, резни. И вот в этой ситуации, вместо того, чтобы формировать новый союзный договор, укрепить партийную дисциплину и заняться реальными реформами, все это было переведено в демагогию. И все. Отменяет 6-ю статью и сам себя, по сути дела, на съезде избирает президентом СССР. То есть разрушил вертикаль политической власти. В союзных республиках секретари центральных комитетов Коммунистической партии республик подумали тоже, а почему мы тоже не президенты? Тоже, соответственно, автоматом грохнули республиканские свои конституции и изъяли руководящую направляющую роль. Все, вертикали власти нет. А теперь твори все, что хочешь. А дальше съезд народных депутатов принимает закон о порядке выхода из состава СССР, о национальных языках в СССР, о экономической независимости прибалтийских республик. И понеслось и поехало. Вот и все. А Ельцин, Кравчук и Шушкевич воспользовались этим и добили окончательно Советский Союз. Вот и все. А расскажите, пожалуйста, как вы вообще сблизились с Ельциным впервые? Вы знаете, когда человек занимает прагматическую позицию, явно выраженную в интересах большинства,
Я таких людей поддерживаю, независимо от политических воззрений и политических убеждений. Потому что главное, чтобы люди жили прилично и достойно. Это самое главное. А уже политические воззрения – это второе. Это личное дело, я считаю, каждого человека. Это его собственное мнение, и с этим тоже надо считаться. Поэтому, слушая Ельцина, что он предлагал на первом этапе, став председателем Верховного Совета, я ничего крамольного не находил. Были последовательные предложения, направленные в интересах РСФСР. Потому что вы помните, РСФСР как республика, ее сдвинули на задворки. И если мы посмотрим экономику РСФСР и других республик, то другие республики жили за счет РСФСР. Но я русский, я гражданин России, то есть тогда Советского Союза, но Россия – это моя родина. И когда за счет России другие, практически не усердствуя в улучшении жизненных условий, жили, формировали бюджет за счет РСФСР, ну, вы знаете, это несправедливо. Это несправедливо и неправильно. Почему бы здесь не поддерживать Ельцина? Я его поддерживал. Я неоднократно выступал на съездах. И, кстати, создание фракции «Коммунисты за демократию» – это моя идея. Почему? Потому что фракция КПСС, которая была на съезде, она занимала вообще непонятную позицию. Позицию «чем хуже, тем лучше». И поэтому те, кто были сторонники коммунисты за реформу коммунистической системы, реформирование устава коммунистической партии, все пришли в эту фракцию. И мы действительно отстаивали вот интересы большинства. Но меня в этом обвинили и, собственно говоря, за фракционизм исключили из КПСС. Я партбилет не рвал, не поясничал. Вот. Меня просто взяли и исключили. А в чем заключался фракционизм? Я предлагал на демократической основе секретарей обкомов партий и райкомов партий избирать на местах. Потому что коммунисты, живущие в том или ином регионе, знают, кто у них лидер, кто у них ответственный, кто у них способный человек, и что плохого, если секретаря обкома партии избирают коммунисты, допустим, Иркутской области, или Краснодарского края, или Красноярского края, или Челябинской области. Что здесь плохого? То же самое избирают секретари райкомов партии. Вот демократические основы, да, внедрение демократических основ, создание выборной системы в коммунистической системе. Прошу прощения за тавтологию. И в этой связи надо было менять устав. Со мной никто не соглашался. Те, кто себя называл фракцией КПСС. Далее, я не раз говорил, ну зачем государству частный сектор, то есть не частный сектор, а вот сфера услуг. Парикмахерские, ателье, дома быта, столовые, рестораны, кафе. Ну, мы с вами взрослые люди. Действительно, зачем они государству? Почему не может быть это в частном секторе? И предлагал, сказать, провести не кооперацию, которая была сделана неправильно, опять же, и в основном там занимались воровством, спекуляцией, а реформировать систему услуг. То есть создать частный сектор в этой сфере. И потом, когда уже я стал вице-президентом, я тоже предлагал приватизацию провести последовательно. Не разграбить национальное достояние страны. И на этой почве опять конфликт с Ельцином. Я ему предложил, давайте поэтапно. И поэтапно каким образом? На конкурсной основе. Вы выигрываете конкурс, вам передают в управление, то есть оформляют траст, да? Вы подписываете договор. И впоследствии выплачиваете реальную стоимость того, что стало вашим. Эти деньги идут в фонд социального развития. Фонд социального развития подчиняется парламенту, а не исполнительной власти. И коллегиально принимается решение, куда направить эти деньги. Все понятно. То есть мы получаем интеллектуальный, подчеркиваю, средний класс, потому что выиграть конкурс может только человек, обладающий интеллектом. А основа и стабильность любого общества – это средний класс.
Меня ж никто не слушал. Начали порты, допустим, порт «Находка» был приватизирован за $200 тысяч. Это что такое? Или «Уралмаш» Бендукидзе купил за $500 тысяч. Как с этим можно было согласиться? Когда тот же «Уралмаш» имел реальную стоимость. Я не против Бендукидзе. Но ты подпиши договор, получи в управлении этот завод. Давай посчитаем реальную стоимость этого завода и в ипотеку. Ты же будешь получать прибыль, выплачивая реальную стоимость этого объекта. А деньги идут на строительство школ, больниц, развитие коммуникаций. Это же работает на благо людей. А когда, допустим, порт стратегический продали за $200 тысяч, или Ачинский глиноземный комбинат за $250 тысяч, то, извините, в чью пользу это все пошло? Или когда продали корабли Северного флота, Балтийского флота, Тихоокеанского флота в общей сложности на $4,5 миллиарда. А в бюджет поступило, как вы думаете, сколько? $7 тысяч. Это что? Что это за приватизация? Это называется грабеж русским языком. И вот попробуйте в этой обстановке, когда вся команда, окружающая Ельцина, но они тогда себя называли демократами, сейчас они себя называют либералами, но это одно и то же. Они никуда не исчезли, поэтому вот этот коллапс, который происходит с нашей национальной денежной единицей, с рублем, это все дело их рук. Они это объясняют, что это поддержка отечественного товаропроизводителя. Это глупость. И когда говорят глупость, это отсутствие ума, это неправильно. Это такой ум. Они это делают специально. Потому что той же Набиуллиной я задавал вопрос. Чем должна быть обеспечена на территории другого государства валюта тех же Соединенных Штатов Америки, то есть на территории России? Она говорит внешним экономическим продуктом. Но тогда покажите мне внешнеэкономический продукт Соединенных Штатов на территории России. Где он? Или евро, чем должно быть обеспечено? Внешнеэкономическим продуктом Евросоюза. Где этот внешнеэкономический продукт? Почему рубль привязали к баррелю? И вот всех держат за дебилов и дураков, понимаете? И вот это говорят, это поддержка отечественного товаропроизводителя. Ну хорошо, тогда упростим этот разговор. Допустим, мне надо купить технологическое оборудование, то, которое не выпускается в нашей стране. Почему? Потому что президент требует импортозамещения, да? То есть выпускать продукцию самим. Но технологического оборудования нет. Я раньше за $1 миллион мог купить это оборудование, а теперь я должен это оборудование купить за $2 миллиона. Где я их возьму? Это что, поддержка? Я имею в виду в рублевую массу, если конвертировать. То есть в 2 раза больше рублевой массы я должен конвертировать, чтобы купить это оборудование. Ну какая-то поддержка. Поэтому, вы знаете, на эту тему можно долго говорить. Давайте вернемся в 90-е. Да. Вы все равно в это время считали себя коммунистом, да? То есть вы все равно держались за эту идеологию. А в чем она для вас заключалась? Если вы были готовы на приватизацию, то есть на частную собственность, вы были готовы отойти от доктрины руководящей роли партии и пойти на какие-то демократические выборные свободы. В чем тогда для вас оставался смысл этого коммунизма? А что сама коммунистическая идея не допускает демократические принципы выборов коммунистического руководства? Ну а в чем она для вас заключалась, эта идея? Это в этом-то и есть смысл этой инновации. Ведь что такое демократия? Мы все тогда было модно. Демократия. Демо – это народ. Кратия – это власть. Власть народа. А что, коммунисты – это не народ? Народ. 6-я статья Конституции, руководящая роль партии. Это власть, правильно? Так давайте дадим возможность народу избирать власть. Вот в чем смысл демократического принципа выборов секретарей обкомов, райкомов и другого политического руководства. Произошло бы обновление. Мы часто говорим, вот акцент, особенно 5-я колонна использует, вот старики, там, 80-летние, 90-летние, они правы. Так вот, демократический принцип выборов политического руководства дал возможность прийти молодым людям. Потому что
в тех же субъектах Федерации Российской, да, я знал еще тогда достаточно большое количество коммунистических лидеров, молодых, 35, там, 40, 45 лет. И если бы это сделали, все было бы по-другому. Политическая система бы укреплялась. Но, опять же, поймите одну простую истину. Одновременно реформировать политическую систему и экономику нельзя. Почему? Потому что, а кто будет управлять процессом экономических реформ? Тем более переход от плановой экономики в рыночную экономику. По Смиту невидимая рука рынка сама регулирует. Это все глупость. Идеальную модель рынка разработал Кейнс, Джон Кейнс. По его научным разработкам только управляемый рынок дает перспективу развития. То есть процессами рыночными надо управлять. И когда я стал вице-президентом, я просил Бориса Николаевича: Борис Николаевич, не разрушайте госплан. Там собрана экономическая элита. Поставьте им задачу разработать модель перехода от плановой к рыночной экономике. И все бы было по-другому. Ну, вот пример, живой пример. Китай. Посмотрите, где Китай сегодня и где мы. А прошло одинаковое время. Поэтому одной рукой за два места, есть такая пословица, сразу не возьмешься. Надо определиться, что мы реформируем. Экономику? Ну, давайте реформировать экономику. Не трогаем политическую систему. Реформируем политическую систему, а затем экономику. Все понятно. А все Горбачев начал все это одновременно. Скажите, а какие функции у вас были, как у вице-президента? Какие перед вами стояли задачи? Это все наша одна строчка в Конституции. Выполняет поручение президента. Все. Больше ничего. И были такие периоды, что я по месяцу, по два выполнял поручение президента, сидел, читал журналы. Вот. Вел политическое общение с оппозицией, с неоппозицией. А потом Ельцин придумал, вместо того, он мне обещал военно-промышленный комплекс реформирования ВПК, потому что Горбачев его развалил конверсией. Он мне обещал реформирование вооруженных сил и восстановление полной обороноспособности страны, потому что благодаря Горбачеву все наступательные вооружения, выведенные из Европы, были порезаны на металлолом. И обещал мне социальную сферу военнослужащих и членов их семей. Отдал сельское хозяйство. И я ему пришел и говорю: Борис Николаевич, я даже не знаю, сколько у коровы на вымене сосков. И я не знаю, как отличить ячмень от пшеницы, пшеницу от ржи. Я говорю, я в этом вообще ничего не соображаю. Ничего, ты толковый, разберешься. Но я разобрался. Мало того, я еще умудрился защитить кандидатскую диссертацию, а потом уже и докторскую диссертацию. Я вначале говорил, что я не сноб. Поэтому я создал Совет сельскохозяйственной реформы. И туда пригласил, начиная вот от механизатора до ярки и до академика. И всем поставил задачу: пишите, вот вам срок 2 недели, как вы видите перспективы развития агропромышленного комплекса. Они написали. А дальше это все систематизировал. И получилась диссертация. И мне просто было работать в этой области. Вы это просили, я это делаю. Вы это хотели, вы это делаете. Вот и все. Ведь, знаете, беда нашего общества в том, что у народа никто ничего не спрашивает. Чего они хотят. А я рассуждаю так: дай то, что хотят люди, и ты тогда имеешь моральное и юридическое право спрашивать по полной программе. Я вам дал, вы это хотели, выполняйте. Давайте про путч чуть-чуть поговорим. Скажите, вот за несколько месяцев до путча у вас было какое-то предчувствие, что что-то такое происходит, что готовится что-то, или путч стал для вас сюрпризом? Вы знаете, у меня были хорошие отношения с Владимиром Александровичем Крючковым, председатель Комитета государственной безопасности СССР. Царство ему небесное, очень порядочный
даже не очень, а исключительно, подчеркиваю, даже аномально порядочный человек, умный и последовательный. Горбачев его не слушал, Горбачев его игнорировал. И мы часто с ним общались на эти темы. И когда мы летели из Фароса, там же еще и Крючков был, я когда прилетел в Фарос забирать Горбачева, вот, почему? Потому что по-другому поступить нельзя. Непонятно было, чем все это закончится. Я пришел к Ельцину и говорю: Борис Николаевич, можно я слетаю в Фарос? И посмотрю, действительно ли арестован Горбачев. И по возможности я его заберу и привезу в Москву. Он говорит: ты что, сумасшедший, что ли? Я говорю: почему? А до этого я ездил тоже по его разрешению. Я говорю: можно в Кремль съезжу? Я говорю, из отпуска пришел Анатолий Иванович, председатель Верховного Совета. Лукьянов. А? Лукьянов. Лукьянов, да. Вот. Поговорю с ним, хотя бы у него узнаю, что происходит. Я приехал в Кремль, меня пустили, меня никто не трогал. Он говорит: я сам не понимаю, что происходит. Вот здорово, я говорю. Подписание нового союзного договора, президент исчезает. Он не исчез, его, видимо, арестовали. Я вернулся и говорю: Борис Николаевич, где ты возьмешь самолет? Я говорю: это уже не ваш вопрос, я найду. Ну, мы одолжили самолет у Янаева во Внуково. Ну, понятно, как одолжили. Со мной была группа офицеров, 20 человек, спецназа, и полетели забирать. Евгений Максимович Примаков, значит, встретился, я шел по коридору, он говорит: ты куда собрался? Я говорю: Фарос за Горбачевым, и я с тобой. Говорю: Евгений Максимович, да вы что, типа, тут это небезопасно. Он говорит: а что это ты считаешь, что я трус, что ли? Нет, я с тобой. Ну вот. Прилетели туда, на входе на дачу стоит Язов Дмитрий Тимофеевич, вот, Крючков Владимир Александрович. Я говорю: а что вы здесь стоите-то? Он говорит: нас не пускают. Я говорю: ну он же арестован. Кто вам сказал, Александр Ильич? Он не арестован, вот мы стоим, не можем к нему попасть. Иди ты, может, тебя пустят. Я подошел, меня пропустили. Я пришел, Горбачев такой весь небритый, взъерошенный. Вот видишь, у меня связи нет. Меня вот тут заблокировали. Я на один день прилетел, а меня тут, чтобы не подписывать. Я его выслушал и говорю: Михаил Сергеевич, а давайте так, заканчиваем это все. И полетели в Москву. Он говорит: да, надо лететь. Я, говорит, на своем самолете? Я говорю: нет, командовать парадом буду я. Вы полетите на моем самолете, потому что я не знаю, что с вашим самолетом. Может, там заложили мину, может, что-то еще. Мой самолет находится под охраной. И вот Раиса Максимовна была на даче. Кстати, она увидела меня и тут же сразу со второго этажа с балюстрады спускается по лестнице и плачет. Потом, когда ближе подошла, узнала меня, говорит: а я думала, приехали нас арестовывать. А это вы, Александр Владимирович. Я говорю: да, я приехал не арестовывать, а просто вас забрать. Я говорю: просто страну бросили на свой произвол судьбы, и там что-то, так сказать, под балет «Лебединое озеро» пытается нам внушить. Боевая техника в Москве. Я говорю: это все надо срочно останавливать, поэтому полетели. А кто Язова мог тогда не пускать к Горбачеву? Охрана Горбачева. Язова и Крючкова не пускали. Вот. Вот мы пообщались с Евгением Максимовичем. Он говорит: ну, идите, может, вас пропустят. Нас пропустили. Вот. Ну, я вам скажу, это ведь все непросто было. Это я так вот с некоторой веселинкой рассказываю. Потому что, когда мы захватывали самолет, понятно, чем мы могли закончить. Когда мы летели туда, в Фарос, воздушным движением нашим никто не управлял. И тоже, понятно, система ПВО есть, чем мы могли закончить. Вот. Я читал воспоминания командира морской бригады. Ему поставили задачу при заходе на посадку нас сбить. Вот. Там много различных обстоятельств. Но мной преследовало одно желание – не допустить бойни и кровопролития в Москве. Потому что непонятно, чем это все могло закончиться. И когда мы летели, я говорил Горбачеву: Михаил Сергеевич, возьмите себя в руки. Вот тот союзный договор, который собирались подписывать, это, по сути дела, не федерация, а конфедерация.
что это федеративное устройство, оно может развалиться в любое время. Надо произвести корректировку договора, разобраться с тем, что произошло, и предложить подписать новый союзный договор. Но он это же не делал. Он же это не делал. А дальше просто Кращук, Шушкевич, Ельцин воспользовались. Сейчас мы доберемся до Беловежья. Давайте чуть подробнее про сам путч. Как вы считаете, что это было на самом деле? Если Крючков и Язов арестовали Горбачева, то почему они не могли к нему пройти? Что значит охрана Горбачева не пустила? Вы знаете, о покойных неприлично плохо говорить, да? Но, снимая этот фильм, люди должны знать. Я считаю, что Янаев был очень слабый человек. Очень слабый. Непоследовательный. Вот. Да даже и отчасти трусливый. Поэтому лидером он в этой ситуации не мог быть. Непонятную позицию занимали и все остальные. Непонятную позицию занимали. Преследовало всех одно желание – сохранить Советский Союз. Но его было сохранять не таким образом. А вот тогда, когда Горбачев опомнился, лауреат Нобелевской премии, напринимав вот этих законов. Ведь дело в том, что Конституция СССР предусматривала выход из состава СССР. Предусматривала. Но не было юридической основы выхода. И под руководством Горбачева съезд принял эти законы. Все это начиналось в 1989 году на пленуме ЦК, когда было принято постановление пленума ЦК о новой национальной политике. А дальше это все получило развитие. Так вот, кстати, межнациональные конфликты, движение в сторону суверенитетов началось не в 90-м, 89-й, 90-й год. И в этой ситуации Горбачев бездействовал. Могло ли это все происходить просто у нас внутри страны? Дирижировал ли кто-либо этим процессом? Конечно, дирижировали. Потому что как раз в период Холодной войны все было направлено на то, чтобы развалить Советский Союз. И первым, кому доложил Ельцин, кто был? Буш. Что Советского Союза больше нет. Ну и кто ответил за это преступление? Никто. Хотя, опять же, Уголовный кодекс предусматривал наказание за эти действия. Почему Горбачев не прореагировал в отношении Ельцина, Кравчука, Шушкевича? Они полномочий на подписание договора о прекращении существования Советского Союза и создании СНГ не получали. Был один документ, референдум, где абсолютное большинство проголосовало за то, чтобы сохранить Советский Союз. И вот эти люди, которые мы называем ГКЧП, они не преступники. Они просто неправильно действовали в плане сохранения Советского Союза. Неправильно. И за что, собственно говоря, они ответили, находясь под арестом. Ну а что там на самом деле произошло? Горбачев был реально арестован, связь у него была отрезана, или это были какие-то там невнятные договоренности между ними? Да не был он арестован. Вы знаете, когда мы зашли на дачу, я смотрю телефон. Я подошел к телефону, снимаю трубку. Коммутатор отвечает. Я говорю: девушка, соедините меня, пожалуйста, с Ельциным. Она говорит: одну минутку. Бах, соединяет. Я говорю: Борис Николаевич, мы на месте. Вот сейчас семья Горбачева собирается, будем вылетать. Он говорит: смотри повнимательнее, прилетишь сразу же ко мне. Вот и все. По вашему мнению, какая роль Горбачева была во всех этих событиях? Между Горбачевым и путчистами были какие-то договоренности, четкие или там не до конца проговоренные? А вы знаете, а давайте от обратного. Кому в Альберт-Паласе из советских руководителей отмечали день рождения в Лондоне? Кому? Никому. Горбачеву. И вот от обратного, если танцевать, о чем он говорил с Рейганом на корабле в Средиземном море, вы знаете? Никто не знает. Вот. Я всегда говорю, надо от обратного перелистывать страницы и придем к выводу. А не пытаться идти от начала к концу. Поэтому главная стратегическая цель и главная стратегическая задача Соединенных Штатов и Америки заключалась в том, чтобы создать однополярный мир. Потому что существование Советского Союза
мир был биполярный, да? То есть, если бы существовал Советский Союз, не было бы бомбежки Югославии и разгрома Югославии. Не было разгрома и лишения государственности Ирак, Ливии. Поэтому вот именно однополярность привела вот к этому диктату. И сегодня, когда избрали Трампа, я, честно говорю, я рад этому. Почему? На сегодняшнем этапе это единственный разумный политик в Соединенных Штатах Америки, патриот своей страны. Здравое заявление, зачем нам эти 600 баз? Мы же тратим туда сумасшедшие деньги, а у нас масса проблем. Или его высказывание, что любое, даже самое маленькое государство при ведении переговоров надо учитывать, что на первом месте национальный интерес этого маленького государства. Почему мы должны навязывать демократические принципы устройства и жизни того или иного народа, пускай живут как хотят? Ну, это правильно. Это правильно. Поэтому создание вот этих террористических организаций, кровопролития на земном шаре, это кто? Рейган, Буш, младший, старший, Клинтон и вот последний клоун Обама. Вот кто это все устроил. Все эти террористические организации – это плоды труда Центрального разведуправления. Ну, то есть вы говорите, что, простите, что я вас все время возвращаю в то Да. время, что Горбачев был агентом Соединенных Штатов или коллективного Запада, спровоцировавшим всю эту историю с путчем, чтобы он послужил катализатором развала Советского Союза. Ну, конечно. А за что он Нобелевскую премию получил? Как раз в период, когда А можно я вас попрошу междоусобица, полным предложением это да, сформулировать? междоусобица, резня в стране, и он получает Нобелевскую премию. Поэтому я всегда говорю, надо от обратного. Я же не зря задал вопрос, кому из советских руководителей, да и не только советских руководителей, а берем еще, так сказать, период имперского правления. Кому отмечали день рождения? Там. Никому. А ему отметили за его выдающиеся заслуги, что он уничтожил страну, которую никто не мог победить. То есть вы считаете, что Горбачев при поддержке Запада организовал путч как такую операцию по развалу Советского Союза? Конечно, конечно. Потому что еще один вопрос, вот сам себе задаю, да? А зачем в 1989 году дали статус автономным республикам, входящим в состав РСФСР, суверенных социалистических независимых государств? И вспомните, был парад суверенитетов. Татарстан, Карелия, Башкортостан, Якутия. Кто это все остановил? Путин. Если бы он не остановил это, вот за всю свою политическую карьеру Ельцин принял одно правильное и разумное решение. Ушел в отставку и предложил вместо себя достойного человека. Можно по-разному к Путину относиться. Он не дал развалить Россию. Он сразу закрутил гайки и прекратил этот идиотский суверенитет, который был направлен на разрушение России. Кто был генеральным секретарем с неограниченной властью в 1989 году? Горбачев. Он что, не понимал, что он делает? Он что, не понимал, что он делает? Он понимал. Вместо того, чтобы усилить партийную дисциплину, кадровую политику, посмотреть, кто руководил тогда республиканскими центральными комитетами. Он же это не делал. Помните, как он снимал директоров крупных предприятий? Рабочим говорит, вы их снизу, а мы их сверху. То есть разваливал умышленно систему управления страной. Армию называл захребетниками. Я учился как раз в этот период в Академии Генерального штаба, и нам дали команду ходить в гражданской форме одежды, потому что нелицеприятно к нам относилось гражданское население в метро, на улице. И назвать это, знаете, вот то, что произошло разрушение нашей страны, это случайным политическим явлением, но только недоумок может прийти к такому выводу. Просто надо выстроить все в хронологию. Зачем принимали закон съездом народных депутатов о порядке выхода из состава СССР? Зачем?
Может быть, надо было по-другому поступить? Разработать новый союзный федеративный договор, рассмотреть его на съезде и запустить на обсуждение средства массовой информации, чтобы население почитало, согласилось, систематизировать возражения, предложения, доработать и подписать новый союзный договор. Видимо, надо было так поступить, а не принимать вот эти законы, которые позволяли тут же выйти из состава Советского Союза. Александр Владимирович, а расскажите, пожалуйста, как вы отнеслись к назначению Гайдара и вообще к этим экономическим реформам? Вы знаете, вот меня, помните, обвиняли в том, что я недолюбливаю молодежь и все прочее. Да я к молодежи настолько уважительно отношусь, что я воевал. А кто в армии с автоматом, в самолете? Молодые люди. У меня средний возраст летчиков, а это были выпускники военных училищ, было 23-24 года. Это молодежь. Но я всегда, когда человека назначают на какую-то высокую должность, а тем более планировали передать этому человеку реформирование экономической системы, я всегда смотрю биографию. А кем был человек? А что он делал? И когда я вижу, что он зав экономическим отделом газеты «Правда», ну, представляете, что это за должность, да, и какой опыт, и ему доверяет реформировать экономику страны, но это надо быть вообще, так сказать, отмороженным. Я понимаю, если бы предложили провести экономическую реформу экономисту из Госплана, который имел там опыт работы в области экономики 20-30 лет, или предложили Абалкину, да, я, кстати, у него защищался, он наиумнейший человек, царство ему небесное, это все понятно. А когда вот человек только что перестал сопли вытирать рукавом и научился сморкаться в платок, может быть, грубо я говорю, и доверить реформированию экономики огромной страны, но это просто глупость. Кстати, у того же Кейнса есть прекрасное высказывание. В переходный период от плановой экономики к рыночной недопустима либерализация цен. Либо это путь в нищету. Вот туда мы и прирулили. Вот туда мы и прирулили. И приватизация – это дело рук и Гайдара, и Чубайса. И мы вообще уникальная страна. Вот сейчас включаем телевизор и смотрим экономический форум имени Гайдара, имени человека, который уничтожил экономику страны. Ну, это какой-то садомазохизм, понимаете. То есть вы в какой-то момент оказались в команде президента, но при этом уже не разделяли политику Ельцина. В какой момент начался ваш разлад? Ведь Гайдары, Чубайсы и все остальные появились после того, когда Бориса Николаевича и меня избрали его президентом, меня вице-президентом. Они тогда появились. Если бы я видел, что в команде Бориса Николаевича вот эти вот деятели, я бы ни за какие никогда бы не согласился. Да, я понимаю. Ну и как вы работали в этой ситуации? Я же вам говорил. Ну вот давайте вот на чашу весов поставим ту приватизацию, которая прошла. Разграбили все национальное достояние страны за бесценок. И деньги непонятно от приватизации объектов, непонятно куда ушли и растворились, хотя я знаю куда. Они ушли и растворились, потому что не получилось меня убрать на сельском хозяйстве, а это механизм коммунистической системы. Если кого-то надо было из членов Политбюро убрать, его назначали на сельское хозяйство. Не получилось. Ну, благодаря тому, о чем я говорил. Я не страдаю снобизмом. Общаться с людьми надо. Мне дали другую должность, межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. И вы знаете, мы ни за кем не подглядывали, мы никого не подслушивали. Вот. Ни за кем не гонялись. Потому что, опять же, откомандировали, я попросил, чтобы меня откомандировали специалистов, следователей, оперативников, судей,
из Комитета госбезопасности, из Верховного суда, специалистов. Я же не специалист в этой области. Я опять поставил задачу. Как вы считаете нужным, чтобы провести действия, не допускающие разграбления, коррупцию и прочее, прочее? Люди создали систему. И знаете, что мы делали? Мы изучали распоряжение правительства, распоряжение и указы президента, касающиеся материальных и финансовых ресурсов. Все. Больше никуда не лезли. Вот указ президента, вот пошло его исполнение. Вот они деньги. Где они? И начинали их искать. Это ужас был просто тихий. И вы думаете, Ельцин реагировал на это? Нет. Я 3 раза писал заявление о сложении полномочий вице-президента. И мне 3 раза задавался вопрос. Я буду обосновывать свою отставку на съезде народных депутатов? Конечно, я говорю, буду обосновывать. Потому что вице-президент в соответствии с Конституцией мог освободить от занимаемой должности только съезд народных депутатов. И тут же мое заявление рвалось и летело в корзинку для использованных бумаг. Вот и все. И доказать что-либо, обосновать было просто невозможно. Ну, например, говорю, вот накладная погрузки золота в самолет. В залоговый фонд в Швейцарию под получение кредита. Загрузили 10 тонн, а прилетело 7. Куда 3 тонны делись? На что Борис Николаевич мне говорил, ну что ты все копаешь, вот все, что ищешь. Я говорю, да я не копаю. Вы мне поручили межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. Я исполняю свои обязанности. Потом уже в 1999 году, когда Ельцин уходил, принял решение уйти в отставку, он написал мне письмо, где он пишет, что я был добросовестный, исполнительный, последовательный человек. А у вас есть оно? Ну, конечно, есть. А поделитесь с нами, это был бы ценный артефакт. Просто Ирине надо поставить задачу супруге найти это письмо. Вот. Оно, собственно, ручно подписано, не, знаете, как всем это обычно факсимиле, оно подписано. Конечно, я, как человек, сожалею, что это произошло. И все это в конечном итоге привело к событиям 1993 года, когда был расстрелян парламент страны. Потому что его все время накручивали. Накручивали тех, кто разворовывал страну. И сказочно обогащался. А расскажите, как развивалось вот это ваше противостояние с Ельцином? В какой-то момент, видимо, сломалась ваша коммуникация с президентом, да, то есть потеряли взаимопонимание. Расскажите, как это все происходило? Да вы знаете, ну, я так, видимо, воспитан. Я не могу говорить о ком-то или рассуждать о чем-то за углом, за спиной. Я воспитан так, что я говорю всегда в глаза человеку. То, что о нем думаю. Как я оцениваю его действия. Конечно, это не всем нравится. Но я считаю, что это порядочно. Нежели чем где-то там шептаться, что-то там сочинять, что-то хитрое сплетениями заниматься. Скажи в глаза человеку. Я говорил Борису Николаевичу в глаза, что Борис Николаевич, ну нельзя пить постоянно и ежедневно. Потому что есть еще работа. Это не нравилось. А Коржаков ему подливал постоянно. А потом пишет гадость о президенте. Я, видимо, имею такое право, такую гадость написать, но я не могу это сделать. Почему? Потому что все, что я думал о Борисе Николаевиче, я ему говорил в глаза. В отличие от Коржакова. Я ему говорил, что нельзя проводить такую приватизацию, потому что деньги уходят мимо кассы. А посмотрите, сколько у нас проблем. Школы полуразваленные, нет нормальных поликлиник, больниц, нет технологического, диагностического оборудования. Посмотрите, в каком состоянии дороги, посмотрите, в каком состоянии коммуникации. Ведь это сумасшедшие реальные деньги, которые уходят непонятно куда, и их расталкивают по карманам. Ну, мы же все умные и разумные люди. Ну, как можно сделать за какие-то там 2-3 месяца миллиардное состояние? Нормально, не нарушая законы и не воруя. Он как-то Стерлигов выступал и говорит, первые деньги надо украсть. Я говорю, как вот партизаны у немцев воровали оружие, автоматы, так и у этих форцовщиков и негодяев
Спокойно надо украсть или миллион, или 10 лучше, и с этого начать бизнес. Вот что, собственно говоря, происходило в стране. И я это в открытую говорил Борису Николаевичу, что это делать нельзя. Это нельзя. Какое право имел Гайдар взять и отобрать у всего населения страны сбережения? Какое право? Да никакого. Можно было это не делать? Да, можно. Да, можно. Надо было сохранить монополию производства табачных изделий, монополию производства алкогольных изделий. Тогда бы тысячами не травились люди. И эти деньги шли бы в бюджет страны. А сегодня куда они идут? Понимаете, я всегда говорю, не надо ничего выдумывать, надо просто смотреть, а что делали другие при наличии экономического кризиса. Это подходит к нам? Нет, не подходит. Это подходит, подходит. А это тоже подходит. Давайте это объединим и это сделаем. Потому что есть примеры. Есть примеры. Я еще тогда говорил, в 91-м. Я говорю, Борис Николаевич, есть проблемная тема. Почему бы не выстроить систему решения этих проблем через ГАКи, государственные акционерные компании? 50% вкладывает государство, гарантируя исполнение этой темы. 50% вкладывают акционеры. Независимо от гражданства, иностранцы, пожалуйста, могут участвовать. Решилась эта проблема. Теперь акционеры имеют право выкупить акции государства. Нормальная модель? Нормально. Я ее придумал. Нет, Сингапур. Почему до сих пор это не используется модель? А потому что она не вписывается в либеральную экономику. Как мне говорят, вот тут присутствие стопроцентное диктата государства. Какого диктата? Если 50/50. Вот сегодня президент требует развития малого и среднего бизнеса. Идите, получите кредит. Бесполезно. Поэтому вот эта формула участия государства, участия акционеров, она создает условия развития малого, среднего, большого бизнеса под управлением государства. Потому что если бизнес не в интересах людей, это не бизнес, это грабеж. Потому что любой бизнес в сфере услуг, в сфере производства, продуктов питания, технических средств должен быть направлен в интересах людей. Ну и давайте выстраивать такую модель. И тогда я это пытался внушить Ельцину. Ну, бесполезно, понимаете. Потому что вот была вот такая команда. Гайдар, Бурбулис, Чубайс и прочие там. Давайте перейдем. Вот Улюкаев, кстати, был помощником у Гайдара. Резал докторскую колбаску, чай заваривал. Где? На нарах. Вот там он и зачахнет. Знаете? А потом будем до конца откровенными. А что сегодняшняя кадровая политика? Правильная, что ли? Конечно, нет. Ну, куда 29-летнего мальчика назначать на должность губернатора? Ну, что это? Ну, я не против этого юноши. Если бы он, допустим, был бы даже первым замом губернатора, и лет через 5 его назначили губернатором, это все нормально. Но когда человек не руководил таким большим регионом, 1,5 миллиона населения, и вот назначить на должность высшего должностного лица субъекта федерации юношу, это из каких соображений? Или посмотреть, одного за другим упаковывают этих губернаторов. 5 кубометров 5000-ных купюр держал у себя в квартире. Ну, что это? А это называется кадровая политика. Давайте вернемся в март 93 года. Импичмент, референдум. Расскажите, как развивалось противостояние между Ельциным и Верховным Советом? Опять давайте от обратно. Вот постановление Конституционного суда, высшего судебного органа страны, по отрешению Ельцина от занимаемой должности на сегодняшний день отменено? Нет.
Кто дал оценку действиям президента Ельцина? Рудской? Хасбулатов? Верховный Совет? Съезд? Нет. Конституционный суд. Вынес решение за нарушение Конституции. Президент России Ельцин подлежит отрешению от занимаемой должности. Но это же никто не хочет вспоминать. А почему? Потому что удобнее. Вот Трудской рвался во власть, Хасбулатов, Верховный Совет и так далее, и так далее. А я Ельцину точно так же, глядя в глаза, говорил: Борис Николаевич, не слушайте и не верьте никому, что Рудской подпилит вам стол. Если вы будете 20 лет президентом, мне будет всего-навсего 62 года. И то я еще подумаю, идти ли мне избираться на должность президента России. Ну, ты прав. Проходит неделя, опять со мной не разговаривает, опять ему что-то про меня напели. Вот такая вот была работа. Александр Владимирович, расскажите все-таки, в чем была суть разногласий между Верховным Советом и президентом? Что привело к тем драматическим событиям, которые произошли в октябре? Вы помните, вышел указ об особом порядке управления страной. По сути дела, вся власть в стране узурпировалась одним лицом — президентом. А остальные, по сути дела, так нечто из себя представляли. По поводу этого указа состоялось заседание Конституционного суда, где было указано, что нарушаются такие статьи Конституции. Реакции же ведь абсолютно никакой не последовало. И самый главный аргумент у Ельцина был, что Верховный Совет, съезд мешает проводить экономические реформы. Это самый главный аргумент. В 1993 году расстреляли демократически избранный съезд народных депутатов. Первый и последний раз. Вот то, что потом все это называлось выборами, это профанация. Чистой воды профанация. Потому что я говорю, ну назовите мне хотя бы одного в Рио губернатора, а сегодня сначала в Рио, чтобы он проиграл выборы. Но теория вероятности даже не предусматривает 100 из 100. Это профанация называется. Это не выборы. Или выборы сегодняшней Думы. Это тоже профанация. Я участвовал в этих выборах и смотрел, как крутили эти карусели, как производился вброс, как фальсифицировались документы и все прочее. Это все называется, в общем, смута. Когда можно купить должность, ордена, звания и все прочее, вот такие выборы. Это все плохо заканчивается, это надо прекращать. И я это говорю и сегодня в открытую. Почему весь народ страны считает за дебилов? Что люди не в состоянии дать оценку человеку, избрать его или не избрать. Зачем диктовать в этом плане, если мы говорим, что мы строим правовое гражданское общество, государство? Ну, давайте строить будем. Но опять же, что мы строим? Сегодня никто не может сформулировать. Вы знаете, в советское время у меня любимое место было предпровождение, когда я учился в академиях, это Ленинка, библиотека имени Ленина. Ну, там же женщины работают в основном. Берешь шампанское, конфет, приходишь, и они тебе дают литературу, на которой стоял гриф «к чтению не выдавать». Это Ницше, Густав Ле Бон, Воскресенский, Ильин. Я все это читал. И занятия по научному коммунизму в академии меня всегда выгоняли за дурацкие вопросы. Они не дурацкие, они были правильные. Вот это ограничение, не предоставление возможности человеку найти ответ на вопрос «почему?», в конечном итоге сформировало такое общество, которому все безразлично. Вот этих сегодняшних болтунов, которых я называю пятой колонной, поливают страну как только хотят, вплоть до оскорбления президента. Я им всегда говорю, не нравится, чемодан, вокзал и чеши. Что ты поливаешь? Ты пользуешься благами этой страны и валяешь в дерьме эту страну. Нельзя это допускать, нельзя это разрешать. Так вот, у Густава Ле Бона есть прекрасное высказывание. Общество, лишенное идеологии и вместе с тем национальной идеи, может претендовать на одно название – стадо баранов. У нас есть идеология сегодня?
Нет. У нас есть национальная идея, изложенная и понятная для всех? Нет. Вот кто мы сегодня. Стадо баранов, понимаете? А вот из стада баранов создать полноценное гражданское общество невозможно. И еще одна тема, которая мешает нашему развитию, это тотальная юридическая и экономическая безграмотность населения. Тотальная. Давайте выйдем на улицу и элементарные экономические вопросы зададим молодым людям среднего возраста, пожилым – 0. Зададим вопросы из области права – 0. Так вот, человек, не представляющий себе элементарно экономических процессов, человек, не способный защитить свое право через закон, потому что он основ права не знает, вот это и мы и получаем. Вот эту серую, безликую массу. Я уже не раз говорил, у нас есть Академия наук, у нас есть высшее учебное заведение, у нас есть прекрасный университет, Московский государственный университет, с замечательным человеком-ректором. Почему мы не поручим сформировать современную идеологию нашего общества? Чтобы мы понимали, что мы делаем. Потому что сегодня законы, как и тогда, в 90-х, принимали от балды. От балды. Принцип палец, пол, потолок. Потом Филатов говорит, мы это исправили, и нам проекты законов делали в Соединенных Штатах Америки. Во, здорово, правда, да? Это он заявил с экрана телевидения, что, оказывается, проекты законов это делали там, вот, в Соединенных Штатах. ЦРУ делал нам законы, чтобы мы быстрее развалились. И когда мне задают вопрос, почему ту Россию Европа уважала, а сегодняшнюю Россию Путина Европа не уважает. А потому что мы тогда из себя представляли нагромождение территории, и в общем это все называлось бардак. А сегодня мы боеспособны. Не только в состоянии защитить свою страну, но еще и помочь другим. Медленно, но все-таки как-то вот растет и развивается экономический процесс, хотя он требует корректировки. Александр Владимирович, я прошу прощения. У нас с вами очень мало времени, и я боюсь, что мы самые интересные темы именно про 90-е не успеем проговорить. Давайте мы вернемся в 93-й год. Сентябрь. Ельцин издает указ 1400. Где вы находились, как вы это восприняли, и какие отношения у вас были с Ельцином в этот момент? Я вам скажу так. Принесли этот указ на визирование, потому что был такой порядок. Прежде чем указ должен быть выйти, там должна была стоять подпись или вице-президента, если это касалось политики, или если это касалось экономики, визировал премьер-министр. Я отказался визировать. Почему? Потому что сплошное нарушение Конституции. Какая может быть? Прибежал Филатов, начал орать, кричать, визжать, там еще прочее. Я ему сказал, пошел вон отсюда, я эту глупость и дурь визировать не буду. Потому что последует Конституционный суд и отрешение президента от должности. Ну, что, собственно говоря, и произошло. Но отрешение-то ведь не произошло. Ведь дело в том, что когда съезд народных депутатов собрался объявить президенту Ельцину импичмент, не я рассказываю, а Коржаков рассказывает, на балконах, где проводилось заседание съезда, приказали поставить баллоны с газом. И если бы президент объявлялся импичмент, баллоны с газом открывались, и происходило понятно что. Поэтому чему удивляться? Вот отсюда делайте выводы, кто окружал президента. А в августе я еду, 24 августа, еду на работу в Кремль. Меня не пускают. Что такое, спрашиваю? Вы знаете, извините, вот команда Ельцина через Коржакова приказано вас не пускать. Так я оказался в Верховном Совете, там был выездной кабинет. Потому что я уже вам говорил, в соответствии с Конституцией освободить, отрешить от должности мог только вице-президент, а мог только съезд. Вот так я оказался там. Из 24 августа вы работали из кабинета в Верховном Совете. А? Из 24 августа вы работали уже из здания Верховного Совета. Да, там. Вот. Поэтому, да, это все обосновывалось тем, что, оказывается, я
коррупционер, у меня счета в швейцарских банках, в траст в управление я передал неким лицам свою недвижимость за границей. Потом, уже спустя практически год, значит, прокурор России написал мне письмо, где было написано: расследование проведено, виновники в подделке ваших подписей не обнаружены, поэтому уголовное дело закрыто. Вывалили меня в грязи по полной программе. Вот такой вывод. Да? Поэтому, вы знаете, это борьба за власть со времен Макиавелли. Ничего не меняется. Макиавелли свой труд государь, по-моему, 500 лет назад написал, в период Великого Возрождения, да? Была такая эпоха. Так вот, ничего не меняется абсолютно. Вы знаете, как-то что-то сидел у себя дома, у меня хорошая библиотека, и в поле зрения попался Макиавелли, и я по новой перечитал эту книгу. Я в шоке просто, ничего не меняется. Ничего не меняется. Почему? Потому что он это все излагал с позиции сущности человека. Сущности человека. И когда человек не понимает, куда он двигается, какая его ждет перспектива, это все называется нестабильность. Сподвигнуть это, толкнуть к нестабильности не представляет абсолютно никакого труда. Потому что те же революции внутри государства не происходят. Они заводятся извне. Так вот, и 93-й год был заведен извне. Назовите мне страну, европейскую, Соединенную, кто бы возмутился в отношении того, что Ельцин приказал расстрелять из танков парламент страны. Вообще это на руку было, потому что тем самым разваливалась страна. И вот то заявление Ельцина о том, что ему Верховный Совет съезд мешает проводить экономические реформы, 93-й год. Прошло 5 лет. Нет этого Верховного Совета, нет этого съезда, нет этого вице-президента. 1999 год. Чем закончила страна? 98 год. Дефолт. Самое позорное явление экономическое, неспособность страны платить по внутренним и по внешним долгам. Вот куда прирулили. И Ельцин в этой связи мне пишет письмо. К глубокому сожалению, вы оказались правы. Ну а что? А вы не жалеете сейчас, что в августе 91 года вы были на стороне Ельцина? Когда произошло вот это столкновение, на том этапе было понятно, куда оно направлено. Вы и кто-либо другой мог предположить, что 8 декабря 91 года будет подписано Беловежское соглашение? Нет. И когда я провожал Ельцина в командировку, а по статусу положено вице-президенту провожать президент, я задал вопрос, я говорю, вот Бурбулес, Шахрай, Гайдар. Он говорит: Александр Владимирович, мы едем подписывать соглашение о экономическом сотрудничестве. А утром, тогда еще, помните, в туалетах был маяк, достаю, бреюсь и слышу, что Советского Союза больше нет. Вот представьте мое состояние. И, кстати, на Верховном Совете, когда ратифицировалось, хотя по закону ратификация должна была быть проведена съездом народных депутатов. Съезд не ратифицировал это, оно не действительно, это соглашение. Потому что это опять нарушение закона. И в присутствии Горбачева, Ельцина, вице-президент вышел на трибуну в Верховном Совете и обратился к депутатам, что ратифицировать этот документ нельзя. Это преступление. И что вы думаете? 7 человек проголосовали против, а фракция КПРФ вся 100% проголосовала за. Ну и сегодня, посмотрите, что они митингуют в отношении, так сказать, того, что больше Советского Союза нет. Я Геннадию Андреевичу не раз говорил: Геннадий Андреевич, а что ты на меня обижаешься? Вы, большевики, сначала разрушили Российскую империю, а теперь вы разрушили Советский Союз. Вы же, как крысы с корабля, бежали из райкомов, обкомов партии. Все разбежались, когда вот было это все ГКЧП. Куда вы все исчезли? А когда в Беловежье подписали этот сговор, а не договор,
уничтожили страну, вы берете, голосуете все 100% за ратификацию. Ну, обижается на меня. А последний вопрос Да. про 93-й год. Скажите, страшно было там внутри Белого дома? Я понимаю, что вы боевой офицер и все это, но... Ой, да там, вы понимаете, это все, вот иногда показывают кадры там, это все эмоции. Я всегда говорю, слушайте, а чтобы понять тех, кто там находился, все очень просто. Давайте вас закроем в каком-то здании и начнем лупить кумулятивными фугасными снарядами из танков. Постараемся, чтобы вы живы остались, а потом спросим, ну как ощущения? Кайф словили? Ну, сами подумайте. А было ощущение, что это какой-то апокалипсис для вас наступил? Ну, конечно, было. Конечно, было. Я вам скажу, то, что там не устроили бойню по указанию Коржакова внутри, вымпел не дал это сделать. Проценко. Полковник Проценко. Командир группы. Он это не дал сделать. Потому что у него с честью, совестью все в порядке. Не дал это сделать. Он пришел ко мне, говорит, Александр Ильич, ну давай сядем, поговорим так сейчас по-человечески. Ну, сам видишь, какие перспективы в этом стеклянном аквариуме. Давай, говорит, будем заканчивать и будем выходить. Я даю честное слово, это Проценко говорит, что никого, кто здесь находится в этом здании, не убьют. А сейчас как вы расцениваете вот эти кадры, на которых вы говорите, летчики, поднимайте боевые машины, бомбите Кремль? Ну, я всегда им предлагаю по поводу этих упрекающим. Давайте закроем вот в любом здании, постреляем. Как ты себя будешь чувствовать? А потом ведь, вы понимаете, правда-то была на нашей стороне. Только идиот не понимал, что идет тотальное разграбление страны. Ведь страну, ее экономическую мощь, армию создавали десятки поколений. И когда это все присваивается в частную собственность форцовщиками, всякого рода проходимцами, которые платят 3 копейки за это, и эти копейки куда-то исчезают, ну, знаете, любого другого нормального человека это возмутит, это возмущало. Крайне меня возмущало. Ну, а вы не опасались, что это все приведет к каким-то уже настоящим военным действиям, что реально начнется гражданская война? Мы действовали в соответствии с законом, потому что депутат в соответствии с Конституцией имеет право выражать свое мнение и высказываться в средствах массовой информации. Нас ограничили. Круглые сутки шла информация о том, что в здании засели бандиты, фашисты там и все и прочее, прочее. Почему мы? Ведь дело в том, что если сейчас поднять архивы того же Останкина и посмотреть, откуда идут трассеры и откуда лупят из автоматического оружия, мы увидим, что снизу, с площади, там, где находились те, которых называли террористами, да, практически ни одного выстрела. Стрельба идет из КПВТ, с БТРов, с крупнокалиберных пулеметов. И стрельба идет из здания Останкина по людям, которые находились внизу. Я ничего не выдумываю. Давайте возьмем архивы и посмотрим, кто дал команду стрелять, зачем стреляли по людям. Скажите, а ваши соратники как себя вели? Как себя, например, вел Хасбулатов во время этих событий и уже после, во время следствия? Ну, как вам сказать? По выходу из Лефорта я опубликовал свои протоколы допроса, чтобы никто ничего не выдумывал. От строчки до строчки. И мой следователь мне говорил: Александр Ильич, ну что вы все берете на себя? Вы в конечном итоге доиграетесь, получите высшую меру наказания. А, кстати, такую команду Ельцин дал генпрокурору. В этой связи 3-4 дня провести расследование всех к высшей мере. Это ж не я рассказываю, генеральный прокурор рассказывает. Я опубликовал свои протоколы допросов. И как-то Хасбулатов начал нелестно высказываться в мой адрес. А я читал его протоколы. И я ему сказал: еще одно такое высказывание, а твои протоколы опубликую. Все. Вы их читали?
Ну, конечно, мне их следователь просто подарил. Она говорит, почитай и посмотри, с кем ты был. Они не опубликованы? Ну, конечно, ну зачем? Я же дал слово, что я этого делать не буду. Я просто успокоил человека, сказал ему, что не надо в мой адрес нести такую околесицу. Мне не стыдно, я свои протоколы опубликовал. Опубликуй ты свои. А в закрытом здании, вот в этой атмосфере, как вы говорите, в консервной банке, как они себя вели? Что? В самом здании, когда вот уже непосредственно штурм Да начался. все практически одинаково. Все практически одинаково. Почему? Потому что было понятно, все, это фиаско. Все закончилось. И теперь страна понесется по колее полного разрушения. И что, собственно, и произошло. Экономика в тупик, армия не боеспособна, национальное достояние разграблено, разворовано. Скажите, а амнистия как произошла? Что? Амнистия как произошла? Почему? По чьей инициативе? Амнистию я не подписывал. Из Лефорта у меня выпустили последним. Я категорически отказался подписываться. Почему? Потому что когда человек подписывает амнистию, он признает свою вину. Я не подписывал. Почему? Потому что я действовал в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией. И той присягой, которую я принимал 18-летним юношей. А почему вы считаете, Ельцин все-таки принял решение пойти на эту амнистию? Или это было не его решение? Ну, это вы помните и ЛДПР, и отчасти КПРФ. Это депутаты Государственной Думы приняли решение пойти на амнистию. Почему? Потому что если бы начался судебный процесс, на скамью бы подсудимых и Ельцин бы сел бы. Потому что то, что делали они... Я написал книгу, называется «Кровавая осень». Я долго собирал доказательства, документы, аудиозаписи, совещаний в Кремле и выпуск тех или иных документов. Совещаний и выпуск тех или иных документов в Верховном Совете. Ничего абсолютно не выдумывая, я сделал дневник событий и предоставил возможность читателям читать и делать выводы самим, что же произошло на самом деле. Ну, я скажу, тираж достаточно большой, 10 тысяч, она просто растворилась. Вот. Ну, если будет такая необходимость. Я не хотел второй тираж выпускать, потому что считаю, не надо будоражить людей. Вот надо, наоборот, стараться делать то, чтобы это никогда в жизни не повторилось. А амнистия была это сделана в одном интересе. Не в отношении тех, кто был и находился арестован в Лефорто, а в отношении тех, кто рулил дальше у власти. Почему? Потому что начало все всплывать, что произошло на самом деле. Посмотрите «Бесогон» Никиты Михалкова. Он, кстати, там рассказывает, как продавались корабли, крупные промышленные объекты. Сколько... Да, я смотрел. А? Да, я видел это произведение. Видел, да? Вот. Я ему дал эту информацию. Спасибо большое. Простите, что мы дольше, чем обещали.